Мария Риковска, Суманьк, Етер. Geli Herustaditohner, Barev, Юра. Мерхаба. Добрый вечер, серферы, бездельники, Добрый девианты. вечер. Приветствуем у нас в эфире. Мы вместе с Тиграном Авеканом рассмотрим результаты выборов в парламент, которые только что прошли в Армении. И я думаю, это будет очень интересные результаты, имеющие далеко идущие последствия для региона, для Южного Кавказа, для Кавказа вообще, для России, для Турции и для самой Армении, конечно же, и для Украины в том числе, потому что я думаю, что для Украины открывается окно возможностей. Мы об этом с Тиграном в последних эфирах говорили. И по состоянию на текущий момент выборы у них закончились в 20:00 по Киеву, в 19:00 по Еревану. Официальных итогов ЦИК еще, естественно, нет, но уже есть первые данные экзит-полов и параллельного подсчета, которые показывают, что премьер-министр Никола Пашинян и его партия «Гражданский договор» выходят на первое место, 30-35%. Перед выборами были опросы, которые говорили о том, что у них приблизительно 32%. Значит, главный оппонент власти, блок Самвела Карапетяна, «Сильная Армения», по предварительным оценкам набирает 10-15. Кроме того, проходит блок Армения Роберта Качаряна. Плюс еще мелкие партии, там, которые набирают 4% избирательный барьер. Явка была высокая, по-моему, 59%, короче, под 60%, 2/3, что было на 10% больше, чем на прошлых выборах. И, в принципе, дальше развивается ситуация, вот пока мы имеем предварительные заявления, потому что я сделал срез по политическим партиям. Естественно, правящая партия говорит о том, что она победила и поддерживает курс на мирное соглашение с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией, дальнейшее сближение с ЕС, США, уменьшение зависимости с Россией. И как и у нас там условно в 2004 году, в 2014 году выборы вот позиционируются точно так же, как проевропейский выбор Армении. И это выбор будущего, как там сам Пашинян говорил. Значит, в свою очередь, естественно, оппозиционные силы, среди которых, как мы знаем, много пророссийских, и они заявили о нарушениях, о действии административного ресурса, об этом мы чуть позже поговорим. И, собственно говоря, пока все выглядит, что оппозиция пророссийская набирает не более 25-30%. Я не знаю, как сейчас покажут, как покажут данные ЦИКа, в ближайшие часы, и не знаю, насколько затянется подсчет, потому что есть существенное расхождение по данным экзит-полам, потому что там есть Россия, вот я смотрю, экзит-пол правящей партии, значит, который был опубликован, говорит, что там гражданский договор получает чуть ли не 56,7%, тренд об этом сообщает. Но в целом, совокупный совокупные, скажем так, экзиты, которые там более-менее нормальные, там вот порядка 30-32-35. А пророссийский экзит, который пошел, данные Регнума, пророссийское издание, значит, они там пишут, что «Сильная Армения» набрала 31%, «Гражданский договор» 24%, «Блок Армения» 29%. И это данные по Еревану. В столице Армении оппозиция опережает власть. Карапетян там уже заявил, что есть нарушения. Полиция ворвалась в офис блока Гумри, задержала 3 человек. Там аресты какие-то были днем. И вчера была же информация о том, что там был такой слив, что якобы те пророссийские армяне, которые приехали голосовать на выборы, им там вручают предложение пойти в армию. И я даже вчера делал пост, что
И если это так действительно происходит, то это гениальный шаг со стороны Пашиняна для того, чтобы припугнуть, так сказать, пророссийских нукеров и отпугнуть от участия в выборах и не ехать в Армению. Вот. Как ты оцениваешь результаты этих выборов и какие тенденции ты... Я хотел бы отметить, что эти данные выборы характеризуются максимальным напряжением в обществе. Максимальным напряжением. Вот я опубликовал буквально 15-20 минут назад те материалы, которые были в интернете опубликованы, о той информации, очевидно, это информация гражданского договора премьер-министра Никола Пашиняна, где написано, что взяли 56-57%, и огромное количество комментариев, где люди пишут, что это не так. Ну, пишут, понятно, не сторонники, а противники Никола Пашиняна. И вот сейчас идет очень сложная борьба. Оппозиция утверждает о том, что в Ереване они победили, но нет ни одного официального экзит-пола. Есть множество неофициальных экзит-полов. Есть экзит-полы российские, которые отдают победу пророссийским силам. Есть экзит-полы провластные, которые показывают практически 2/3 голосов о провластных сил. И есть такие усредненные экзит-полы, которые показывают вот именно те цифры, которые ты назвал, 32-35% для гражданского договора. Ну, мы должны понимать, что 32 и 35% они совершенно, если эти цифры подтвердятся, и даже если это не 56, они же как в Армении учитываются? Минимальное прохождение для блока в Армении составляет 8%. А для кандидатов вне блоков 4%. То есть огромное количество процентов избирателей уйдет просто в никуда. И еще данные выборы, что говорит о серьезном накале в обществе, о обеспокоенности граждан судьбой Армении, они характеризуются тем, что явка намного выше, чем на предыдущих выборах. То есть все к выборам отнеслись очень серьезно. Я мониторил сообщения, не видел никаких серьезных инцидентов, кроме не подтвержденной информации, думаю, она подтвердится, о поножовщине на одном из участков. Ну, я думаю, дальше будут детали, но это самое серьезное, что я увидел. И есть какие-то столкновения между наблюдателями от разных партий. Ну, то есть применение физической силы на нескольких участках в отношении друг друга. Это то, что я встретил в сети интернет. В принципе, при сегодняшнем накале в Армении необходимо отметить, что это очень незначительные эксцессы. То есть, в принципе, выборы пока на сегодня, хотя они уже закончены, но будет еще процесс довоза бюллетеней, как мы понимаем, я имею в виду для подсчета голосов, перевозка их и потом совместной как бы вычетка этих бюллетеней, анализ, бракование, которые действительно и которые нет. И понятно, что напряжение будет только расти. Вопрос для меня состоит в чем? Многие люди примитивизируют выбор, беря в расчет только кандидатов. То есть одни голосуют за Никола Пашиняна, другие за Самвела Карапетяна, третьи за Роберта Кочаряна. Но в действительности голосование для Армении намного уже. Это голосование за будущее без Европы и без Соединенных Штатов со всеми составляющими. И с Россией, которая никуда не денется, и с Турцией, и с Азербайджаном, которые являются соседями с Запада и с Востока. Но это будущее без США и ЕС в одном случае, а в другом случае это будущее, когда Соединенные Штаты и Европейский Союз будут присутствовать в Армении. Причем будут присутствовать масштабно и серьезно. То есть это вот я вижу
основной выбор в данном разрезе, так как премьер-министры меняются, министры уходят, приходят, президенты уходят, приходят. Но глобальный выбор, он определяет будущее любой страны, а в данном случае Армении, на десятилетие. И Армения стоит перед выбором. Идти с Россией и превратиться в область Российской Федерации, мужское население которой будет расселено на Дальнем Востоке и в Сибири для противодействия как бы китайской колонизации данных регионов, а другая часть мужского населения умрет на войнах России, которые она будет вести за русский мир, это вот один выбор. И второй выбор – это стратегическое партнерство с Соединенными Штатами, в первую очередь в случае Армении, и во вторую очередь с Европейским Союзом, не менее серьезное. Но я вот так это вижу со стороны, потому что со стороны как бы во многом, может быть, ты не понимаешь, я говорю о себе, какие-то внутренние тонкости ситуации, но очень хорошо со стороны можно увидеть такие ворота возможностей, куда Армения может выйти, но даже не везде, где ты выйдешь, ты потом сможешь зайти и вернуться. То есть выбор у Армении на сегодня очень небольшой. Очень небольшой. И не всегда получается выбирать между раем и адом. Иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим, частично хорошим и плохим. Но при любом выборе, конечно, необходимо выбирать безопасность, экономическое развитие и новые перспективы. В случае России, даже если смотреть с очень серьезным увеличительным аппаратом, микроскопом и лупой, подобные перспективы не просматриваются, так как Армения не только сегодня, но на протяжении столетий теряла территории, теряла население и получала от России рабство. Поэтому я не понимаю, конечно, что такого Россия Путина, ослабшая и проигрывающая стратегически войну с Украиной, может дать Армении. На что могут вообще опираться пророссийские кандидаты? Ну, это мое субъективное мнение, но мне это непонятно. Кого они могут обмануть? Здесь нужно сказать, что накануне выборов какие были расклады. Допустим, Трамп опубликовал пост с полной поддержкой и абсолютной поддержкой Пашиняна на переизбрание. И похоже, что в отличие от Орбана, эта поддержка, ну, и имеет, так скажем, свое позитивное развитие, да, и нужно сказать, что это является, ну, такой достаточно беспредельный шаг для постсоветского пространства, поскольку фактически президент США, ну, наверное, впервые вот так вот достаточно открыто выступает там, да, во время выборов. Да, Значит, впервые. Трамп назвал Пашиняна великим другом и лидером, вспомнил соглашение с Азербайджаном и визит Рубио в Ереван, который недавно был. И, ну, собственно говоря, вспомнил этот коридор, маршрут Трампа, как они его называют, или там Зангезурский коридор, Сюникский коридор, как в Армении его называют. Значит, демократических минералов, как с Украиной. Ну, короче говоря, Трамп там в конце написал «Make Armenia Great Again». Вот, так что с точки зрения там сигналов со стороны американцев все хорошо. Еврокомиссия тоже заявила, что поддерживает Пашиняна и объявила пакет по нейтрализации блокировок со стороны для того, чтобы эти санкции позволили, ну, можно было обойти, и Ереван получил поддержку. И фон дер Ляйен заявила, что Москва использует экономические отношения как оружие политического давления. Мы этот сценарий хорошо знаем, поэтому Европа твердо стоит на стороне Армении. Значит, Россия, ну, традиционно угрожала перед выборами и говорила о том, что Армения идет по украинскому сценарию. Я думаю, кстати, что это не пустые угрозы, потому что они наверняка попытаются дестабилизировать ситуацию и будут там пытаться через своих прокси качать. Ну, скажешь позже, насколько это может быть успешным. Турция перед выборами тоже уже
четко обозначила позицию. Эрдоган позвонил Пашиняну и обсуждал процесс нормализации отношений. И, в принципе, можно говорить о том, что этот процесс идет. То есть он начался перед выборами и, в принципе, учитывая, что Армения и Азербайджан договорились после того, как был потерян Карабах, то похоже, что разблокировка турецкого направления произошла. Тем более, что, насколько я помню, перед выборами прошел на востоке Турции прошел экономический саммит или экономический форум, где была встреча турецкого и армянского бизнеса, и там как раз обсуждалась нормализация повестки и возобновление экономических отношений. Поэтому, в принципе, легко не будет, я думаю, но, собственно говоря, очевидно, какой-то, не какой-то, а серьезный сдвиг в Армении обозначился. Уже, так сказать, в новых рамках, потому что если Пашинян действительно получит большинство, и не говоря об абсолютном большинстве, я думаю, что он там свои 35-40% получит, и то это, конечно же, раскроет ему дополнительные возможности, потому что легитимность, подтвержденная на выборах, конечно же, позволит ему более уверенно двигаться вперед. Дело в том, что в армянском обществе есть очень серьезные опасения, что Армения, и понятно, что эти опасения поддерживаются и оппозицией, и есть для этого определенные основания, на основании которых можно строить подобные концепты. Есть опасения, что Армения просто сольется в таком глобальном демографическом море, исчезнет большой Турции, которая, Турция, Азербайджан, и Армения просто пропадет в этом море и исчезнет. Есть такие опасения у населения. Но население в Армении при этом и те лидеры, которые предлагают быть армянам в этой ситуации с Россией для того, чтобы избежать этого, они не понимают, что никогда Россия не ссорилась с Турцией из-за таких небольших стран, как Армения, либо Грузия, либо любая другая страна, что интересы России и Турции, они всегда будут выше любых интересов союзной или несоюзной Армении. Тем более, любые союзы, они всегда проявляются в реализации договоренностей, в реализации обязательств. Какие обязательства и когда Россия выполняла в отношении Армении. Нахождение никому не нужной базы, которая ни при каких обстоятельствах не выполняла бы никакой функционал и не способна его выполнять. Закабаление Армении газовыми договорами, продажа значительной части экономики Армении и Российской Федерации. То есть во многом, я бы сказал, что население находится в состоянии растерянности. И в этом состоянии растерянности вот эти сигналы важные, которые дает Дональд Трамп, которые дает Европейский Союз, они являются той серьезной поддержкой, даже не столько Пашиняну, хотя это прямая поддержка Николы Пашиняну, это поддержка Армении, населению, для того, чтобы люди представили тот путь и с кем идти, который предлагают Армении. Армении предлагают экономическое развитие. Армении предлагают возможность стать логистическим хабом. Армении предлагают процветание и возможность в текущих границах обеспечивать безопасность. Это стратегический процесс. Люди, безусловно, это видно по реакциям, они хотят, очевидно, сегодня американскую базу, сегодня совершенно иной уровень отношений, но в геополитике так не работает. Любые большие пути всегда начинаются с первых первоначальных шагов. А дальше уже предстоит большая работа армянского общества, армянского политикума, американского политикума и европейского политикума.
во всяком случае, Америке нужен мир на Южном Кавказе. Америке нужен мир Турции, Армении, Азербайджана. Америке необходимо укрепить свое влияние. Америке необходимо создать мощный логистический, экономический узел, и в том числе IT-узел, и об этом говорят вот уже развитие по строительству дата-центров в Армении, это уже происходит, и большое количество разнообразных инвестиционных программ. Но для того, чтобы начать реализацию подобных действий, естественно, необходимо, чтобы Россия ушла с Южного Кавказа. Это главная цель американской политики. Ну вот такое у меня как бы мнение касательно процессов, если я не упустил ничего из твоего вопроса. Нужно понимать для украинских зрителей, ну не только для украинских, что значит, Пашинян получил хорошую поддержку не за красивые глаза. И вообще нужно сказать, что, помните, наши зрители, которые вот давно смотрят мой канал, помнят, что мы с Ильей Кусой по Армении давно дискурс развивали и обращали внимание, что на Армению нужно смотреть, потому что Пашинян и Армения во многом оказывались перед схожими проблемами. И сам Пашинян похож на Зеленского в какой-то степени. Мы тоже это с Кусой обсуждали еще там лет 6 назад, когда Зеленский победил, то у нас даже был такой сравнительный анализ, и на Хвиле, по-моему, статья была. Так вот, нужно сказать, что у Пашиняна есть вполне экономическое измерение его успехов. Помимо того, что ему там удалось распетлять сложнейшую ситуацию с Азербайджаном, после того, как был Карабах потерян, тем не менее, ему удалось достичь определенных экономических успехов. Во всяком случае, я посмотрел статистику экономического роста. Так вот, в 2021 году умеренный рост после пандемийного провала и поражения в Карабахе. В 2022 году 12,6 экономический рост, который был обусловлен релокацией россиян. В 2023 году 8,3, в 2024 5,9 и в 2025 7,2 по официальной статистике. Короче говоря, получается, что фактически за это время страна увеличила ВВП, сейчас посмотрю, где-то на 50%, да, на 45%. На 45-50% после провала в 2020 году за 5 лет в номинальном выражении экономика выросла на 45-50%, ВВП увеличился с 12-13 миллиардов долларов до более чем 25 миллиардов. То есть существенный рывок с учетом того, что население небольшое, там сколько, порядка 3 миллионов, по-моему. 3200 наличное население, 3 миллиона 200 тысяч. Да, 3 миллиона 200 тысяч, но такой произошел существенный рывок. Я посмотрел, за счет чего. Экспорт услуг достиг 5 миллиардов 690 миллионов, в 2 раза выше, чем в 2021. С историческим максимумом положительного сальдо в 2,32 миллиарда. Туризм занял 54% объемов, достигнул 3 миллиарда долларов в год. Потом в финансовом секторе в 2022 году экспорт услуг вырос в 14 раз в сравнении с 2021 годом. Армянские банки активно обслуживали релокантов из России. Банковский сектор в 2022 году утроил прибыль, а в 2024 прибыль выросла более чем вдвое до 74 миллионов долларов. IT-отрасль существенно выросла в 2023 году и превысила 1 миллиард. Сектор полномерно расширяется за счет налоговых льгот и притока квалифицированных кадров. Кстати, там, насколько я помню, есть офисы известных компаний, там типа Microsoft, и они туда как бы сделали там свои представительства. Потом был реэкспорт золота, который на пике составлял 56% своего экспорта. Внешнеторговый оборот в 2024 году достиг 30 миллиардов плюс 41,5%. Экспорт вырос на 53%. Основной вклад внесли Россия. То есть на Россию был реэкспорт и Объединенные Арабские Эмираты. Как я говорил, преимущественно за счет реэкспортных операций. Вот этот приток иммигрантов, россиян, украинцы, кстати, ты там про украинцев скажешь тоже, я думаю.
Украинцев тоже приехало из-за войны достаточно много. Так вот, операции с недвижимостью выросли в 2024 году на 19%, финансово-страховая деятельность на 18,1%, профессионально-техническая деятельность на 17,2%. Армянские власти оценивают число россиян, переехавших только в 2022 году, в 110 тысяч. Они привезли капитал, спрос на жилье, IT-компетенция. В 2024 году часть этих айтишников уехала. Реэкспорт российского золота прекратился в мае 2024, что привело к торможению показателей. Но, тем не менее, как бы у Армении есть свое золоторудное месторождение Амулсар. И вот его запуск скоро должен произойти, прибавит еще 1,25% ежегодно в 2026-2027 году. Плюс должен, если заработает открытие границы с Турцией и интеграция в серединный коридор, туда в китайский, то будет очень интересно и жирно. Короче говоря, Армения превратилась сейчас в экономическое тигра Кавказа, один из самых быстрорастущих рынков региона, да и в мире, в принципе, хотя, конечно, показатели как бы там на фоне общемировых гигантов может быть и скромны, но, в общем-то, с точки зрения той жопы, в которой страна находилась там на протяжении десятилетий, я думаю, что показатели существенно, конечно же, подросли. Да, вот я смотрел, Nvidia имеют офисы Microsoft, Adobe, Cisco, Synopsys, Piscard, Код Сигнал, как бы это собственные единороги и крупные IT-компании, которые вот появились в Армении. В общем, ну вот я думаю, что поэтому успех Пашиняна, он не на пустом месте. Да, дело в том, что, ну, фактически, Америка невербально, можем сказать, она говорит, что мы не можем в этих условиях и в любых других условиях, потому что это дело самой нации, восстановить историческую справедливость для армян. Но мы даем вам опцию стать богатыми, потому что Россия не дает армянам никакой опции. Вот или так, как сейчас, никак, уже со статус-кво, или исчезнуть с Россией, или стать богатыми. Фактически есть три опции. Америка не может за Армению делать то, что, например, хотели бы многие армяне в разных странах мира. Но Америка, учитывая огромную армянскую общину в Соединенных Штатах, и, конечно же, и Трамп учитывает эти голоса, и все просто здесь необходимо понимать роль армянской общины в выборах. Калифорния является крупнейшим штатом Соединенных Штатов по населению. Это гигант Америки, где проживает 42 миллиона человек. Те люди, которые активно позиционируют себя как этнические армяне, это свыше 5% населения. С учетом, что армяне живут в основном в городских центрах, это еще выше. Исходя из того, что они социально активны, то, опять же, еще большее участие на выборах. Но есть еще очень другой фактор в Калифорнии. Армяне принадлежат в основном к upper классу. Вот эта огромная многомиллионная масса армян в Калифорнии – это upper класс. Соответственно, у армян есть компании, но во многих работают десятки тысяч сотрудников. И мы понимаем, какую роль армяне играют на выборах в самом большом штате Соединенных Штатов. Конечно, эти армяне хотят, чтобы США тоже входило. И эти армяне уже приезжают, так как они... Вот многие те компании, которые ты перечислил, там в числе акционеров, владельцев СО есть американские армяне тоже. Это также не основной, но важный фактор мягкого лоббизма. И, конечно же, эти деньги будут приходить в Армению. То есть идут достаточно сложные процессы. Приблизительно подобным же локомотивом в ЕС выступает Франция, где также огромное население, состоящее из граждан Франции, с армянскими корнями, назовем это так. Поэтому Армения интересна на фоне падения держав залива. Армения стала интересной в качестве нового концепта экономического и логистического хаба.
То есть державы залива, мы можем сказать, в общих чертах рухнули, да, Эмираты, Катар, Бахрейн, Кувейт и так далее. И США нужны опорные точки. Ну, понятно, что есть главная опорная точка, это Израиль, у которой нет и не будет конкурентов. Но чем больше надежных опорных точек будет для Соединенных Штатов, а опорными точками могут быть только территории, которые напрямую зависимы в обеспечении своей безопасности. К примеру, если Азербайджан в обеспечении своей безопасности имеет Турцию, да, частично Израиль, частично Великобританию, то у Армении нет таких стран. То есть формально, да, это Франция, но Франция не обеспечит безопасность Армении. Поэтому для Армении это США. Соответственно, выбор очень узкий, я еще раз повторюсь. Это либо развитие Соединенными Штатами, либо стагнация и исчезновение вместе с Российской Федерацией. Ну, я, конечно, это вижу таким образом. И многие пишут комментарии, я высказываю, знаешь, эти свои мнения и в Facebook, и на YouTube. И вот именно на эти мои комментарии зрители и читатели из Армении пишут, что это обусловлено моей жесткой антирусской позицией. Нет, дорогие друзья, дело не в моей антирусской позиции, которая однозначно не просто имеет место быть, но является императивной в моих видениях. Дело в фактаже. Россия ничего не дала Армении за последние 40 лет, кроме того, что она расстреляла парламент и перевела в 1999 году и перевела к власти людей, которые обеспечили отток населения, ослабление армии, экономическую стагнацию и в результате тенденции, которые привели Армению к сегодняшнему дню. Ну, это мое Здесь, мнение в качестве аналитика. здесь такой момент, это вот как раз ответ на вопрос. Поясните, пожалуйста, как Пашинян, который проиграл войну с Азербайджаном, смог опять переизбраться. Фактически Пашинян вывел страну из стратегического тупика, потому что карабахский крючок, на котором висела Армения, он не давал возможности просто начать маневрировать и избавиться от этой российской зависимости, которая по большому счету ничего особо там не давала, там, да, и держала страну на ну вот на такой растяжке, как бы там, да. И там еще один был комментарий относительно того, что да, это все переводы пошли, значит, и дескать, какое тут экономическое развитие. Ну хорошо, почему эти переводы не пошли в 90-е годы, почему эти переводы там не пошли в большом объеме в нулевые годы там, или в десятые годы, да, там, когда, допустим, в нулевые годы, когда были просто сумасшедшие темпы у многих развивающихся стран развития экономики, ну, почему в Армению там не полился золотой дождь? Понятно, что тут как раз мы имеем налицо специфика ситуации, это совпадение кучи факторов, там повышение цен на золото, как бы там российская ситуация. И Украина, конечно, сыграла огромную роль в том, что Армения получила такой жизненный пас, по большому счету, потому что помимо того, что пошла экономика, но Россия была вынуждена вывести свои войска из Армении, ну, те боеспособные войска, которые там были, она их перевела значит, на украинский фронт, и Украина просто их там уничтожила. И поэтому Армения оказалась в ситуации, когда России там фактически нечего, ну, держать по большому счету, потому что у России абсолютно сейчас другие приоритеты. И тут я могу сказать, что как раз Армения показывает, что Украина тоже могла бы сыграть, если бы разумнее играла, то она бы могла часть вот этого вот российского богатого потока подхватить и затащить сюда всех этих хищников, как бы там бизнесменов, всю эту оппозицию, которая сейчас по Европам там разбиралась и с деньгами совсем, и как она разбиралась вот в Армению. Понятно, что не все бы поехали, понятно, что там попытались бы ФСБшников каких-то завести через эти потоки. Но это вопрос борьбы за людей, за деньги, за ресурсы, за мозги, самое главное, потому что выехала куча мозговитых людей, которых нам самим не хватает. И вот Армения показала, вот что происходит, берешь и подхватываешь, так сказать, этот поток, и как ты его используешь. Да, там часть уехала, там по тем или иным причинам, но часть осталась. Ты же сам рассказывал, там, что в Ереване сейчас просто Вавилон, куча компаний, огромный рост цен на недвижимость, индусов там заводят, Да, которые... огромный.
огромный. Расскажи. Я хотел бы сказать, да, Расскажи вам о демографических, как они изменили вот лицо Армении, что там украинцы тоже есть из-за войны. Приехала тоже в Армению, э, кстати. ну, в Армении сейчас просто огромная украинская община, вот, и статистически это приблизительно свыше 1% населения. Община сформировалась не от хорошей жизни. Мы понимаем, что такая украинская община возникла вследствие вторжения России в феврале 22 года, а не естественным образом. Но украинцы исключительно активные и открывают свои бизнесы, покупают недвижимость. Вот. Мои украинские родственники, мои, которые никогда не были в Армении и слышали об Армении только от меня, купили недвижимость и переехали жить в Ереван. Я очень был этому удивлен, в принципе. Понятно, что мы как бы вместе росли, но вот этот как бы такой личностный пример из жизни, а в действительности, из общины в несколько тысяч человек превратиться в общину, которая составляет более 1%, это уже серьезный фактор. И, в принципе, данная община чувствует себя комфортно. Я говорю об украинской общине. И, конечно же, это огромный потенциал. Тем более, что памятник Тараса Шевченко, он стоит в самом центре Еревана. Вот там в центральном парке, центральный некуда, он большой. Я участвовал непосредственно в его открытии. Году это было в 2018. То есть он был построен давно, а торжественное открытие было, если я не ошибаюсь, в 2018 году. Я могу ошибиться с датой. Слишком много событий произошло. Вот. И украинская община активна. Она организует и шествия, и митинги, и у памятника собираются на все украинские праздники уже огромное количество людей. Для этого есть уже кому собираться, так как до войны в Украине украинская община практически выехала и состояла из нескольких тысяч украинцев. Это была очень маленькая уже община, активная, имеющая там радио, школу и так далее, но уже очень маленькая. Вследствие войны община стала очень большой. Очень большой, активной и такой, которая, в принципе, все больше начинает быть представленной в бизнесе. Потому что я вот приведу пример. Я проводил встречи, общался с друзьями, и вот они работают с украинцами, которые переехали из Киева и Житомира. А у них друзья украинцы, крупные бизнесмены с Канады, которые через них уже инвестируют в Армению. Потому что там на сегодня мир и стабильность. И предполагают, что будет. То есть вот такие сложные процессы и связки возникают, в принципе. Их достаточно много. Поэтому здесь необходимо понимать, что регион Южного Кавказа, глобально Ближнего Востока, Украина, естественно, исключительно сильно взаимосвязаны. Если бы Армения начала сегодняшнее движение на Запад, и не было бы войны, которую Россия развязала против Украины, то Россия бы отправила без проблем достаточные контингенты в Армении, и просто силой бы и кровью подавила любые прозападные устремления. Но сейчас у России нет этих сил, так как все силы Российской Федерации заняты на фронте в Украине. Украина дала шанс в этом аспекте не только Армении. Она дала шанс всем постсоветским республикам. В Центральной Азии это очень сложно, так как там есть Китай, в принципе. Но этот шанс в перспективе есть и для Беларуси, и, конечно, для Молдовы, и есть и для Грузии. И вот этот шанс сейчас реализует Армения уже в практическом аспекте. При этом мы должны понимать, многие из тех, кто призывает
развивать отношения с Россией, которые представляют Россию в качестве гаранта для Армении, они должны понимать, что то, что произошло с армянами во время последней войны, потеря земель, где армяне жили тысячи лет, произошло по плану России. И Россия непосредственный участник этих событий, которая выступила не союзником и защитником Армении, а организатором. И российские эксперты и западные не скрывают, что они готовили себе логистический коридор в преддверии вторжения в Украину. Но это очень сложные, непростые темы. Мы живем в сегодняшнем дне. Мы не можем вернуться ни 50 лет назад, ни 10 лет назад. Не предупредить руководство Армении в 1999 году, что их Путин хочет уничтожить. Это невозможно. Необходимо быть реалистами и учитывать сегодняшнее статус-кво. В сегодняшнем статус-кво Россия не обещает и никогда не будет обещать Армении никакого усиления, никаких возвратов территорий. Россия никогда этого не сделает. Но Америка обещает Армении стабильность, прямые инвестиции, которые уже идут в Армению, единую логистику с Турцией, соответственно, это доступ к черноморским портам, это доступ к Средиземному морю, это американские инвестиции, которые являются в рамках американской политики главной гарантией безопасности страны. Потому что когда американские деньги находятся в какой-то стране, соответственно, Америка будет защищать эти деньги и эту страну. Америка планирует и уже вкладывает очень большие деньги в Армению. Ты знаешь, меня хорошо слышно, Юрий? Да, я прекрасно слышу. Да, я посмотрел направо, просто у меня тут на балкончике голуби свили гнездо, вот, и я там им хлеба насыпал, но воды не поставил. Вот, и только что увидел, что там голубь в окно посмотрел, да, он меня отвлек. Ну, мило, что я тебе могу сказать. Тут интересный момент. Демография просто, ну, будут новые голуби, то есть хорошо. Хочу стебануться. Скажите, что вы собираетесь с НАТО, и для вас найдут дивизию. Это пишет какой-то, наверное, российский ботяра. Да. Российским ботярам можем сказать, что если вы найдете дивизию на Армению, то у вас может случиться обвал на вашем, так сказать, фронте СВО, как вы называете, потому что ваши дивизии на украинском фронте достаточно быстро тают. И об этом уже все говорят, включая ваших военкоров. Поэтому Да, остаться и без дивизии, и в Армении по дивизию потерять, и Крым потерять, и потерять все, что вы как бы там наворовали, наворовали за последние 12 да, лет. Так что непростая мне, ситуация у русских. У них вообще сложно. Дело в том, что в России армяне составляют свыше 2% населения. В офицерском корпусе еще выше этот процент. Но вот вы погоните, вы же не знаете, как будут действовать эти российские армяне, когда вы их погоните воевать и захватывать Армению. Вот. Тоже сложная ситуация. Выгоните эти 3 миллиона армян, так они ваш основной мотор в России. Кто у вас работает? Исконно русскомировское население бухает от Дальнего Востока и до Карелии и спивается. Вот. Поэтому тут как вы не поступите, вы только себе сделаете хуже, что в принципе очень типично для России, является интегральной частью смыслов российской государственности за всю историю России и Московского княжества, конечно. да, поэтому для Украины эта ситуация открывает дополнительные возможности. Там этот русский пишет, ну в НАТО хотите. Я думаю, что сейчас Пашинян не будет делать никаких таких шагов, потому что никакое НАТО никому не светит. В время тут Украину боятся принять, тем более не будут связываться с Арменией, которой еще дальше там и сложнее защитить. Вот, Да не поэтому будет, и я- никто и не планирует. да. Никто не планирует Поэтому, вступление в НАТО в Армении. И НАТО не планирует входить в Армению. А зачем?
А зачем? Америка и Европейский Союз усиливают армянскую армию без НАТО. Совершенно верно. Смысл. Смысл. Пока Россия угрожает НАТО, а не НАТО угрожает России. НАТО на Россию не нападало. Вообще. Америка Ну, будет, это ответ. Америка будет, тут пишут, Америка будет не деньги защищать, а использовать эти деньги для разрушения России чужими руками. Но России в этой бы ситуации задуматься и перестать быть прокси Китаем там и начинать выполнять свои международные обязательства, но Россия вместо этого пошла по пути разрушительному, саморазрушительному и продолжает по этому пути идти. Поэтому, ну, кто вам виноват? Сами виноваты. Теперь пеняйте. Ну, Россия вторглась в Украину. Не Украина вторглась в Россию. Россия предала армян как своих союзников многократно. Но это логично. То есть Россия делает шаги, которые ухудшают то идеализированное статус-кво, о котором рассказывают в дебильных фильмах на российском телевидении, ну, которые им показывают уже лет 40. Поэтому, в принципе, все нормально. Будет дальше, будет лучше все у России, ну, в кавычках. То есть жизнь и мир имеют причинно-следственную связь. Вы знаете, вот как вы действуете, то и получаете. У русских Клим Чугунки, ну это русский явно пишет, чего 3 миллиона не уезжают домой в цветущий сад. Ну, больше, если вы так дальше будете в России продолжать, то от вас и армяне, не только армяне поуезжают, а вся Центральная Азия, которая у вас гастарбайтерами работала, потому что потому что климат же в стране создается идиотский. И тут ключевой вопрос, а кто у вас работать будет? Мы в Украине, конечно, только порадуемся, мы вот так вот порукоплещем. Вот, я думаю, я даже думаю, что Украина часть этих потоков подхватила бы, потому что ей реально нужно будет много людей после окончания войны, даже да и во время войны. Поэтому вы там в России давайте как бы вот это северокорейский курс этот продолжайте. Чем больше вы выгоните там армян, азербайджанцев, кого там, киргизов, таджикистанцев, то таджиков, то ну, в принципе мы от этого точно только выиграем. Поэтому так держать. Держитесь, ребята, как бы крепче шаг, сильнее ряды. Я полностью поддерживаю. Мы знаем стратегию России, то есть что бы ни делали российские стратегисты, они ухудшают положение России. Это древняя традиция, на этом в принципе и стоит Москва. Поэтому только пожелаем успехов. А Климу Чугункину я напомню, что огромные массы армян в России появились потому, что Александр Васильевич Суворов, к сожалению, имеющий наполовину армянское происхождение, депортировал армян из Крыма. Вот. Во время депортации погибла половина этих армян, и вот так армяне появлялись в России. Так же делал Иосиф Виссарионович. Также во время освобождения Западной Украины армяне Львова, Тернополя, Луцка оказались в Сибири, где половина из них погибла, а потом вернуться они в большинстве своем не смогли. И я могу привести огромное количество примеров. Это для Климов Чугункинов, чтобы они поняли, как добровольно, в кавычках, армяне попадали в Россию. То я могу и больше, и более крупные примеры привести для подобных особей, как бы, которые комментируют. Это же тотальная неграмотность, Юрий. Надо раскрывать им глаза, что мы как бы с тобой и делали в советских эфирах. Еще, помнишь, 4 года назад, когда о бурятах говорили об этой проблематике. Вспомнилось мне. Да, Израиль запустил, господи, Иран запустил ракеты по Израилю, началась война опять в регионе, продолжилась, так что в ближайшие дни будет опять жарко там на Ближнем Востоке и на Кавказе, соответственно. Во время нашего эфира это сейчас произошло, да? Потому что я сейчас новости не читаю, прямо вот сейчас. Прямо, я ж во время эфира всегда мониторю. Предварительно 4 ракеты было пущено в сторону Израиля, по северу Израиля со стороны Ирана, так что там сейчас работает. Ну, да.
Я могу сказать, что я не понимаю логики иранского руководства. По мне, это какой-то дебильный шаг в условиях, когда еле-еле тянут переговоры и идут какие-то уже договоренности. Надо будет разобраться, что стало причиной, но я считаю, что логики, если только не настоял Китай или кто-то еще, э, логики в этом я не вижу, в атаке Израиля. Судя по наплыву ботов на эфир, то россиян, конечно, колбасят конкретно. Забанил еще несколько идиотов. Но Ботва, если вы приятно, работаете... приятно. Не, ну конечно, если ботва, как бы вы работаете, то работайте, ну хотя бы, чтобы это было интересно, чтобы можно было что-то узнать, какие-то нарративы новые, там, ну, не надо совсем вот так вот тупо по методичкам, без, без фантазии. Так, Э, Что там Армя... россияне Антон, хотят раскрыть нам? да, пишет, армяне не воевали за Россию, почему русские должны были воевать за армян? Русские уже воевали в 90-е за армян в Карабахе. Что говорит этот комментатор? Армяне только за Россию воевали. Ой, Он сейчас, наверное, я не знаю, откуда пишет этот комментатор. Это с России пишет такое? наверное, похоже. К большому сожалению, к моему большому сожалению, армяне воевали за русских во всех войнах России. К огромному сожалению. Когда шел геноцид армян, Российская империя мобилизовала армян в Восточной Армении, 260 тысяч человек, и отправила их в Галицию, где они и остались, в Карпатах, погибнув в боях против австро-венгерской армии. Вы знаете, это была ваша война, воевала Российская империя в Первой мировой. Во Второй мировой, дорогие русские, армяне дали самый высокий процент призывников, естественно, волей архирусского Иосифа Виссарионовича Сталина. Более 300 тысяч погибших, 5 маршалов, известных вам, и бесчисленное количество генералов. То есть другие народы вы щадили, я не говоря, вы не щадили армян, украинцев и белорусов ради достижения целей русского мира. И подобных примеров огромное количество. Посмотрите на процент генералов. К моему большому сожалению, 14% офицерского состава Российской империи, в том числе старших офицеров, на протяжении всей вашей варварской истории состояла из этнических армян. Это же открытые данные. Пользуйтесь Гуглом, читайте. Все Что в Тигран свободном думает, доступе. что Тигран думает о химпроизводстве, переработке природного газа в контексте экологии сырья из Азербайджана? Ну скажи, что ты думаешь? Но я думаю, что любые производства и любая переработка, в том числе тех ресурсов, которые будут поступать из Азербайджана, может быть организована с помощью современных технологий таким образом, чтобы не наносить вреда природе. Поэтому я не вижу в этом проблемы. И подобные переработки и центры переработок существуют в огромном количестве стран мира, которые, наоборот, стараются привлечь к себе такие мощности, они их боятся. Вот это то, что я думаю. Потому что это деньги, а здесь вопрос в обеспечении экологической безопасности. Конечно, если сжечь нефть в огромных количествах, к примеру, в реликтовых озерах, то озер у вас не будет. Но если организовать современный на технократическом уровне завод по переработке нефти, то у вас не будет выбросов и загряжения окружающей среды. То есть все зависит от технологичности, а не от возможности зарабатывания денег, либо отрасли, в которой вы собираетесь привлечь инвестиции, привлечь промышленные возможности и зарабатывать эти ресурсы для страны. Вот это мое мнение. Мгм. Тут еще такой вопрос. Насколько Тигран объективен? Просто речь про пьющих русских, паник и так далее. Наверняка такая картина мира накладывает искажения на видение перспективы. Разве нет? Подними человеку настроение. А, то есть, насколько я объективен к России? Мгм. Да, ой, лучше эту тему для вас не начинать. Давайте я вам расскажу немножко о России и обо мне.
Ну, я даже не беру тот период, что сегодняшний день, когда огромное количество моих друзей и родственников погибли вследствие вашей замечательной идеи построить русский мир в моей стране. Я говорю об Украине. Это просто прелестно. Ну, в кавычках. У меня просто нет слов, которые я могу сказать о вас. Я даже не буду трогать сегодняшний день. Если после того, что происходит, сейчас вы можете задавать вопрос, насколько объективен Тигран. Тигран киевлянин, хочу вам сказать зрителям из России, и вы уничтожаете мой город. Вот это непосредственно, что касается меня. Это первая часть. Вторая часть. Родных дедушек моего деда убили в Карсе, когда этот город, древняя армянская столица, была областью Российской империи. Вы знаете почему? Потому что Россия, которая очень любила армян, приняла закон при вашем святом Николае II просто так, о конфискации армянского церковного имущества. И мои предки, которые были в это время проездом из Западной Армении, которая входила в состав Османской империи, они увидели, как у армян отнимают церковь, избивают священника. Даже фамилия сохранилась в архивах, делал это Исаул Быков вместе с донскими казаками. Так вот, братья моего деда, этих казаков, чем я горжусь, зарубили в сабельном бою в 1907 году. А потом были пойманы пограничной российской стражей и расстреляны русские. Видите, какая интересная история братства русских и армян. Я могу и больше вам рассказать. Еще вам расскажу, почему я люблю очень Россию и очень объективен. Значит, родную сестру моего деда, которая приняла его после геноцида, когда он сиротой попал в Киев. Вот у них была пекарня, в Киеве есть такая улица Ямская. И когда прекрасные русские войска Муравьева вошли в Киев, так вот мужа сестры моего деда расстреляли в 6 утра, потому что спросили, хлеб есть? Он говорит, что пекарня открывается в 7. В ответ на это прелестные русские солдаты на улице Ямской в городе Киеве выстрелили через дверь. И сестра моего деда осталась двухмесячной дочкой на руках моего деда, который тогда еще не знал ни русского, ни украинского языка. Вот, видите, таких историй очень много. Как я должен относиться к России? Наверное, испытывать большую любовь. А во Поэтому время войны в Карабахе русские наемные батальоны воевали против армян. Вы знаете, есть видеофакты, свидетельства, ваши великие журналисты об этом говорят, за деньги. А вот с армянской стороны подобных видеоматериалов и документов не существует. Наверное, армяне коварные спрятали эти материалы. Даже я не могу, Юр, не стебаться. Ты знаешь, уровень неграмотности, дремучести российского населения, он не просто высокий. Понимаешь, но мы платим сейчас за эту неграмотность уничтожением Украины. Вот о чем я думаю. да, поэтому, конечно, это объективный и ответ на вопрос не субъективный, а очень объективный, Тигран. Есть все предпосылки. Так, Ну, я тебе смотрю. больше тебе скажу, Юр, два слова буквально, потому что раз заделать мою родную прабабушку выгнали из дома на улице Пушкинской солдаты прекрасного русского дворянина Муравьева, и они переселились на Труханов остров. Вы представляете, друзья, как я люблю Социальный русских? лифт. Социальный лифт на Что? Труханов остров. Говорю, социальный Конечно, с лифт на улицы Труханов. Пушкинской на Труханов остров, это ж хорошо. А потом, конечно, наши союзники сожгли дома на Трухановом острове, наши союзники теперешние, но тогда они не были союзниками, немцы, и пришлось переселиться на Печерск, в пустующую квартиру. Ну вот, если кратко так. Так, что вы думаете о сотрудничестве Армении и Украины? Выгодно ли это Украине? Есть ли у Украины доступ к Черному морю? Вы, наверное, не знаете географию. Я скажу, что доступ у Украины есть к Черному морю. И даже из-за войны, значит, этот доступ не перекрыт.
Украина торгует преимущественно как раз через Черное море, поэтому так вот. 366-й мотострелковый полк за Армению воевал, пусть об этом расскажет. Ты скажи, ты можешь много рассказать, потому что ты сам воевал тогда, поэтому ты можешь рассказать это как человек, который воевал в 90-е годы. Ты знаешь, я могу сказать, ну это вообще, давай, конечно, есть уровень бреда, но комментировать полный бред, ну так можно прокомментировать все, что угодно. Имеется в виду рассказывать об этой теме, или так мы можем идти на часы в ответы на А вопросы, как? как ты думаешь? Ну расскажи что-то, расскажи. Да, смотри, я объясню. Там в Степанакерте, это столица Нагорно-Карабахской автономной области, потом республики, стоял полк советской армии. Там были армянские военнослужащие. Он был очень маленький, усеченный, не дотягивал даже до батальона. Вот эти армянские военнослужащие дезертировали и перешли, вошли в составы на тот период создаваемой армии обороны Нагорного Карабаха. При этом, если вы посмотрите открытые источники статистики, Армения получила приблизительно в 12 раз меньше вооружений, чем Азербайджан на то время, но это вообще не является темой сегодня нашей дискуссии. Все материалы, мы живем в период открытой информации, все материалы находятся в свободном доступе. Сейчас Армения и Азербайджан пытаются наладить отношения при посредничестве Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты стремятся связать Армению и Азербайджан экономическим взаимодействием для того, чтобы и Армения, и Азербайджан могли богатеть, развиваться, и каждая страна получила то, что она хочет в рамках возможного. Вот сейчас эта тенденция. Поэтому мы, конечно, можем поговорить и об истории, и о 18 веке, о 19, но тогда наша передача превратится в многотомную энциклопедию, и мы уйдем от сути вопроса. Русские никогда за армян не воевали. Нет ни одного документа, ни одного видеоматериала, где это доказывается. Такого не было. Но есть иллюзии, которые создаются в России, которые спасали всех. Русские спасали армян. Особенно русские успешно, кстати, спасли карелов. От этого народа не осталось ничего. Вот так как Карелию русские спасли, они никого не спасли, где название у республики есть, а огромный европейский народ, карелы, исчез. Ну, опять же, настолько успешно спасли. Ну вот в Буче украинцев тоже очень хорошо спасали, и поэтому огромное количество убитых. И морги были полными. Я сам смотрел эти видео, которые мне показывали мои друзья, которые расследовали данные действия. Вот. Поэтому русское спасение и помощь, она иногда приводит к фатальным последствиям, ведущим к исчезновению этноса, который они спасают. Вот так я скажу. Так, хорошо. Еще там пошла перепалка между Израилем и Ираном. Смотрю новости. Израиль заявил, что этой ночью Тегеран должен сгореть. Израильский министр национальной обороны Бен Гвир об этом заявил. Тем временем Иран запускает дополнительные ракеты, так что, похоже, ночь будет сегодня такой горячей на Ближнем Востоке. Из района Да и в Тибриза мире. запускают. Да, из района Тибриза запускаются дополнительные ракеты, поэтому, как говорится, пошла жара. Хорошо. Думаю, что на этом будем заканчивать. В принципе, мы как бы по теме прошлись. И, собственно говоря, в час мы вложились. Спасибо большое Тиграну Вайкану. Подписывайтесь на его YouTube канал, он есть, легко найти. В Фейсбуке тоже легко найти. И сейчас, секунду, боты полезли, но это говорит о том, что бабки вбрасываются, Мы братва работает. Потому когда выборов не было, то в армянскую тему никакие боты особо не лезли. А сейчас просто пачками летят и улетают. Хорошо. Спасибо большое, Да. Юрий. Я также хочу всех своих подписчиков призвать подписаться
на канал Юрия Романенко. Это самый большой канал в Украине. Я не говорю о государственных каналах, я говорю о каналах, которые созданы личностью, человеком. Поэтому подписывайтесь. И еще раз напомню, что, друзья, мой канал родился в процессе сомнений, но Юрий тот человек, который сказал: слушай, создай YouTube-канал, чтобы не только мы с тобой разговаривали, а ты делал это со своим зрителем. И вот у меня сейчас практически 120 тысяч подписчиков, и это результат нашего разговора и нашей беседы. Кстати, первые Да. подписчики от меня пришли от Юрия Романенко, их было 1700 человек. Вот то, с чего началось. Да, так что, как говорится, мы зажигаем звезды, независимо от того, там армянские, украинские, какие там, самые разнообразные. Так, все, на этом заканчиваем. Спасибо большое Тиграну и до завтра Спасибо продолжим. большое. Пока. Спасибо большое, дорогой.